Привет! Продолжаем знакомиться с фреймворком Masonite. В этом видео реализуем логику задач для проекта To-Do. Для начала нам нужно создать контроллер для задач. Создам контроллер сразу с нужными методами. Для этого нужно использовать флаг R. Выполните команду python craft controller task-r. Открою файл task-controller.py. Все нужные нам методы уже присутствуют. Это великолепно. Сразу добавлю нужные нам импорты. Импортируем классы request, response и модели category, task. Перед тем, как писать логику в контроллере, добавим маршруты в routes. Группы маршрутов – отличный способ сгруппировать вместе несколько маршрутов с одинаковыми параметрами, такими как префикс, или с одним и тем же middleware. Для объединения маршрутов в группу мы используем метод group, который принимает список маршрутов и параметры. В приведенном коде имена маршрутов будут task list, task create и так далее. За это отвечает параметр name. URL-адрес будет вида task, task/create и так далее. За это отвечает параметр префикс. Более подробно о группах маршрутов можно посмотреть в документации. Обратите внимание, если вы указали параметр name, то вам обязательно нужно для каждого маршрута в группе указать имя в методе name, иначе вы получите ошибку. Вернусь в файл task-controller.py и доработаю три метода index, create и store. В методе index мы ищем все задачи по ID категории. Для этого используем метод where. Обратите внимание, что вызван метод get. Это нужно для того, чтобы получить collection. Подробнее о collection можно прочитать в документации Masonite ORM. Ссылка в описании. В методе create мы не просто рендерим страницу, но и передаем список всех категорий, чтобы можно было выбрать, к какой категории привязать задачу. Наш метод store похож на тот, который мы уже писали для категорий, но есть отличия. Указано несколько обязательных данных, таких как текст, end date, category ID. На 30-й строке для получения данных мы используем метод only. Он вернет только те данные, которые мы перечислили. Для редиректа пользователя на страницу со списком задач в метод redirect передаем имя маршрута и необходимые параметры. В директории templates создам директорию task. В ней создам файл list.html и добавлю код. Разберем некоторые моменты более подробно. На 12-й строке для формирования URL используется метод root. Используем root, но так как нам нужно передать ID задачи, после имени маршрута указываем словарь для нашего параметра ID. Обратите внимание, что task ID не взят в двойные фигурные скобки. Рассмотрим с 17 по 24 строки. Здесь для того, чтобы установить нужный класс TaguSpan, проверяем значение task_done. Так у нас отобразится галочка или кружок, которые будут информировать о статусе задачи. Создам файл create.html в директории task. Рассмотрим фрагмент кода с выбором категории. Здесь перебираем список категорий и формируем select. Значение option – это ID категории, а пользователю покажем имя категории. После создания задачи нас должно перенаправить на список задач. Проверю, как это работает. Запущу сервер и перейду по ссылке localhost порт 8000. Кликну по названию категории, создам задачу. После сохранения меня перенаправляет на список задач той категории, которую я выбрал при создании. Реализую функционал, который позволит получить одну задачу, а также отредактировать и удалить ее. В контроллере task_controller обновлю код в методах show, update и destroy. Помимо того, что мы получаем задачу по ID, еще нам потребуется получить все категории. Они нам нужны для того, чтобы мы могли изменить категорию задачи при редактировании. В методе update получаем словарь с перечисленными данными. Так как дан не обязателен для заполнения, то при его отсутствии нам нужно получить значение по умолчанию. Если пользователь не выберет данный чекбокс, то он не будет передан вместе с данными формы, то есть будет отсутствовать. И по логике нашего приложения это значит, что дан установлен в off. В словарь добавляем ключ done со значением, которое выбрал пользователь, или по умолчанию off. Для обновления нескольких столбцов в таблице мы используем метод модели update, в который передаем словарем пришедшие данные. Обратите внимание, при обновлении записи применяются только те атрибуты, которые претерпели изменения. Если изменений нет, обновление не будет запущено.
Вы можете переопределить это поведение несколькими способами. Передать force равно true методу update, определить атрибут forceUpdate в классе модели, использовать метод модели forceUpdate. В методе destroy мы вызываем метод delete сразу после find or fail, не используя лишнюю переменную, как в прошлый раз в категории. Создам файл single.html в templates/task. Разберем фрагмент с checkbox, и если значение done будет равно on, тогда чекбокс будет отображаться как выбранный. Теперь рассмотрим более подробно выбор категории. Для того, чтобы сразу была показана категория, которая была выбрана до этого, используем оператор if, сравнивая категорию задачи с текущей категорией из цикла. Если категории совпадают, устанавливаем selected. Обратите внимание, что оператор if находится внутри HTML тега. Для того, чтобы наш код сработал, мы его написали с новой строки. Это нюанс шаблонизатора. Теперь можно запустить сервер разработки и проверить работу. Перейду на страницу списка задач и попробую отредактировать и удалить задачу. В данном руководстве вы познакомились с базовыми функциями фреймворка Masonite. Если будут вопросы, пиши в нашу группу Telegram, ссылка в описании. Пока!